Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня новый лайф-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной, приятного вам просмотра. У нас идет дождь. Вроде бы 3-5 градусов, ну, как написано. А к ночи обещали резкое похолодание. Ну и догадываетесь, что будет на дорогах. Я, возможно, пойду погулять. Если честно, я хотела, как водится, было в планах, встать пораньше. Да нет, знаете, я когда почитала прогноз погоды, услышала, что дождик, думаю, я еще посплю. Вот сейчас посмотрела, какой гулять? Не получится. Я уже позавтракала. Хотела все-таки пойти погулять. Даже минут 10 назад дождик в принципе стих. Пока мне позвонили по телефону, пообщались. И сейчас стала собираться. И на улице просто очень сильный дождь. То есть, если изначально он был даже прямой, сейчас косой. И уже стучит даже сильно, то есть он реально усиливается. Поэтому, к сожалению, не пойду. Просто я, знаете, первый фрагмент видео сняла, вступление, думала, не пойду. Потом, пока кофе пила, думаю, хочется погулять, сходить. И вот как-то туда-сюда, в общем, в итоге сейчас понятно, что уже никуда не пойду, потому что, к вечеру уже похолодает, а сейчас, не знаю. Да и сейчас уже 15-19, так что не знаю, когда он тут закончится. Обидно. Конечно. Ладно. Значит, займусь домашними делами. Тем более дел много, и, честно говоря, и по творчеству много. Хочется и одно, и другое, и третье. Не знаю, у меня какое-то последнее время, знаете, состояние, что хочется сделать абсолютно все интересно, все хочется и ничего не делается. С другой стороны, да, такие моменты бывают, но они потом перекрываются тем, что я могу пару дней напрячься, все сделать, да и дальше потом жить в таком продуктивном, нормальном режиме, поэтому я думаю, что дни затишья, они тоже должны быть, это нормально. Под таким дождиком, конечно, гулять не очень хорошо. Тем более, когда снег. Летом-то и то не всегда приятно. Но зимой, вы понимаете, потом все это сушить. А теперь у нас сильный снег. Теперь помою посуду, как водится, после завтрака. Тут буквально тарелка, кастрюлька, ложка и лопатка силиконовая. Так что вот и доска разделочная. Теперь надо пропылесосить. В этот раз обычный пылесос, не моющий. Я так периодически. То так, то так. Это поддон для обуви. Сейчас я на фильтр капаю эфирное масло. И так по дому распространится классный аромат мяты. Я чередую. Иногда мяту. Вот у меня просто она рядом стояла. А так и лимон, и апельсин. Средством для стекол и зеркал от Faberlic протираю входную дверь. И тряпку у меня вообще для полировки обуви. Так она в магазине значилась. Ей же протираю зеркало. Это не очень классно, но тряпка из белого кота куда-то делась. Полы, соответственно, мою сегодня обычной тряпкой. Она у меня из Ашана от марки «Каждый день», очень классная, хватает ее на месяц, потом выкидываю, покупаю новую, стоит, может, рублей 17-20. Я здесь ничего сейчас не отодвигаю, потому что это требуется раз в 2 недели, а так я просто тут прохожусь и все, никакой грязи, ничего тут нет. Так что чисто символически. В холодильнике у меня остался кефир 500 миллилитров, вернее, чуть меньше, где-то 400 с чем-то, поэтому я добавила еще воды, но это, кстати, правильно по рецепту. И решила сделать оладьи. Немножко поем, а остальное, как всегда, заморожу. Тут кефир я помешивала
потому что пока он нагреется, нужно помешивать, чтобы не пошло хлопьями. Впрочем, если пойдет хлопьями, это тоже не так страшно, но не надо. И сода добавляется в самую последнюю очередь. Она не смешивается с мукой, а именно после, в самом конце, потому что, ну, так лучше, так они получаются пышнее, и я решила что-то вдруг добавить какао. Бытует мнение, что для того, чтобы оладьи были пышные, нужно много масла, но это не так, можно немножко смазать. А вообще, когда куплю новую сковородку, то я не буду смазывать, как и раньше. У меня сковородка от марки «Каждый день». Я ее никому не посоветую, она плохого качества. Раньше я еще приобретала сотейник у них, но вообще отказалась от этой идеи. И блинную сковороду тоже приобрету в другом месте, потому что дорогую не хочу, но и такую дешевку тоже не надо. Оладьи готовы, я немножко их уже поела с чаем. Ну, кстати, вкусно получилось, они классные. И сейчас блины я вот замораживала, переложила в контейнер, ну, вернее, в пакет икеевский. И сейчас разложила оладьи. Одни заморозятся, уберу тоже в пакет, потом вторую часть. Но на завтрак оставлю немножко. Сегодня уже другой день. У меня вот такое средство. Ну, многие его знают, такое многоцветное, из 3 оттенков. Ну вот уже заканчивается. Буду ли повторять или не буду, не знаю. Скорее всего, попробую что-то другое. Даже, ну, хочу в Литуале взять. У меня будут там бонусы как раз на день рождения. Хочу попробовать взять. Праймер один попробовать. Потому что, ну, вот это средство, оно как бы... Я уже говорила, что оно, в общем-то, неплохое. Ну, по крайней мере, плохого ничего не делает. Но я не совсем понимаю, что, в принципе, оно делает. А вот хайлайтер, он мне очень понравился от Сакура из магазина Литуаль. Вот его я, может быть, даже буду повторять, но в ближайшее время я хочу еще один хайлайтер попробовать от Сода тоже. Литуаль. Вот в Магнит Косметик я взяла роскошь питания масло. Вот что случилось с пипеткой. Я вообще планировала это средство в этом сезоне зимой прикончить, но как-то поводов не было, потому что я в основном пользуюсь, если там холодно, после прогулки, до прогулки. Вот. Я, в принципе, планировала его прикончить, но по итогу думала, что, ну, значит, наверное, еще на сезон останется. Но теперь точно придется использовать. Если бы такой косяк хотя бы в начале зимы случился, я бы уже точно бы добила бы его. А вот сейчас, ну ладно, может быть, я еще и успею. Но, с другой стороны, если... Тут вот совсем немножко, но этого немножко, вот честно, еще на сезон такими темпами хватит. Приятно очень пахнет. Я покупала со скидкой, еще и у меня был купон на 500 рублей, но вот купила бы я по полной цене, тоже не знаю. Им, наверное, нужно было либо пользоваться прям постоянно, чтобы понять эффект. Ну, в общем, как-то так. Ну, теперь да, надо использовать. Так, ну а тональник у меня, как вы знаете, от Фабрика Свобода. Ну, балет, короче. Так, капельку хайлайтера. Это вот чтобы... Так, действительно, совсем легкий блеск был. Не более того. Но, между прочим, хайлайтер и тональник как-то плохо между собой смешиваются. Не, ну на коже-то все в порядке, а вот когда две текстуры на руке смешиваешь, кажется, что прям как-то не очень. В
следующий раз, когда крем закончится, наверное, возьму с желтым подтоном. Ну, если будет, потому что с розовым покупала, потому что не было с желтоватым. Но с розовым тоже отлично подходит. Я бы сказала, что подстраивается. Я вот долгое время не покупала крем-балет, а потом, когда вернулась к нему, ну, думаю, он же недорого стоит, думаю, ну, не понравится, так не понравится. Это ж не проблема. Это не как я раньше лакситановский по 3000 покупала. Там, да, если б не подошел, было обидно. Вот. Ну, и я посмотрела, крем изменился в лучшую сторону, потому что раньше он был такой, и оттенок был более темный, и, по-моему, вариантов на тот момент только один был. И тяжелый, мог там поры забивать, а сейчас прям очень хорошо нравится. Вот в этом сезоне надеюсь доиспользовать от Эвелин свои любимые тени. Я их всегда зимой использую, они такие, ну, с виду белые, написано кристалл. Они, ну, прозрачные практически. Мне очень нравится. Но это именно зимой. Летом я как бы не загораю, но все равно кожа чуть-чуть, да, как бы с легким загаром, естественным образом, да. Поэтому я уже использую где-то с мая, буду с середины от Флавера использовать. Не, ну тени сухие, с ними же ничего не будет такого плохого, но уже хорошо бы использовать. А может, на следующий сезон опять перейдет. Так. Консилер. Вот, кстати, очень классный консилер. За 61 рубль на Валберес покупала. Ну, я взяла по хорошим отзывам. И действительно, очень достойный консилер. Мне нравится. Ну, хотя говорят, что вот так густо и много нельзя его наносить. Ну, мне кажется, это смотря при каких обстоятельствах. С другой стороны, я не знаю, как я выгляжу там на улице, например. Бывает иногда, знаете, когда выбеливают вот эту часть и потом видео снимают. Я видела ВКонтакте, мне попалось какое-то видео такое рекламное. Женщина, ну, мне в принципе она не понравилась внешне. Ну, впрочем, я тоже могу, многим не нравится. Вот. Но она мне, это вообще не мой типаж. Она там какие-то тренинги проводит, я бы даже к ней не записалась, хотя бы потому что явно не мой человек. Но она ко всей своей комплекции, прическе, она вот эту зону выбелила так, что прям действительно вот прям белое было видно. Это ее, честно, еще хуже испортило. Но это как бы только мое мнение. Я обычно крашусь на кухне, нормально, сидя за столом. Столик я могу себе сделать, в принципе, такой косметический, но мне это не нужно, я как бы не фанатею по таким вещам абсолютно.
В теории я могу в ванной краситься, потому что у меня там есть стол. И дополнительное освещение. Ну, на кухне мне вполне удобно. И вот эта тушь. Первый, вот этот флакончик, так сказать, упаковочку я приобретала на Валбере за 80 с чем-то рублей по отзывам. Люди очень всех хвалили, отзывов прям очень много было. А потом, когда подружка уже попросила у меня ссылку, 70 с чем-то тушь стоила, и я еще взяла в запас, потому что как раз запасы туши от Faberlic закончились, и вот встал вопрос, что приобрести. Очень хорошая тушь, она не водостойкая, но я уже рассказывала, что она выдерживает и дождь, и снег. Исключение составляет только, вот знаете, если обычная шапка на голове, все в порядке. То есть все ресницы могут быть мокрые, но ничего нигде не отпечатается. Но у меня есть шапка такая с ушами, которая и с намордником. Вот, видимо, тогда вот, ну, дышишь, и вот как бы от тепла может такая ситуация быть. Ну и то, это не то, чтобы размажется, это как вот такие силиконистые, как такие реснички будут вот здесь, вот их можно легко смахнуть. Ну, потому что эта тушь смывается, как будто что-то такое силиконовое. Но ни разу не склеивает ресницы, никаких паучьих лапок. И можно сделать, вот если один слой, то они, ну, будет видно, что вы их накрасили, но это просто вот будут естественные реснички такие. Ну, без какого-то эффекта драмы, чего-то подобного. А если, допустим, 2-3 слоя наносить, то получится прям эффект драмы. Мне вообще нравится ресницы красить, поэтому это мне сейчас вот не очень удобно так сидеть. А так медитативное занятие, я могу и 4 слоя сделать, тогда я аж буду прям ощущать эту тяжесть. Я совершенно спокойно вот так вот тушь открываю. Я считаю, что то, что там ее надо аккуратненько вытаскивать кисточку, это все миф. Вот у меня этот самый консилер от Финель. Ну вот если тушь, господи, вот подводка и пудра от Финель мне очень нравится. Ну в смысле подводкой у меня мама пользовалась, я подводками не пользуюсь, а пудра мне очень нравится. Но здесь вот эта дешманская была крышечка, которая отвалилась уже. И вот я так в пакет положила, но в принципе мне этот консилер, он особо не подходит. То есть вот здесь вот нанести все будет видно. И вот если какие-то есть, по счастью, у меня редкие какие-то моменты, когда где-то что-то нужно замазать, ну не знаю. Я пока не выбрасываю его, потому что я не так давно его приобрела. Со сроками все в порядке. Но как только срок пройдет, я выкину. Хотя обычно я так не делаю, даже вот с подобными текстурами. Но дело в том, что это же, вы понимаете, не вариант хранения. Как раз пудра, ну, я раньше не пользовалась тональниками, пользовалась пудрами. Ну, это было давно еще в подростковом возрасте, когда в теории проблем с кожей, конечно, глобальных не было, но, тем не менее, все равно как-то какие-то высыпания были чаще. И поэтому тональник мне не подходил. Мне подходила пудра, она немножко, вот я как раз такой и пользовалась, она немножко подсушивала, и отлично было. Но сейчас у меня в этом нет необходимости. Кстати, я думаю,
Да нет, все нормально. Сейчас еще возьму карандаш. Я просто видео в таком формате давно не снимала. Ну вот. Немножко добавила. Где у меня кисточка-то? Вот. Надо будет кисточки помыть. Точнее, мне кажется, здесь уже пора помыть все, потому что хватаешься после тональника. Вот на консилере вот такая вот была, как на этой помаде, крышка. Ну, у меня в Питере тогда на кафель ванны. Все это рухнуло. А это от Faberlic. Господи, сколько этому блеску уже лет. Я уже себе новый купила. Он у меня в сумке. Даже в куртке в кармане. Я на Валберес брала хороший очень блеск. Я им почти еще не пользовалась. Я сначала один купила, где-то потеряла. А я перед поездкой в Питер приобретала. Заказала второй. Потеряла, потом нашла. Ну и... Вот. А этот все думаю добить. Но у меня, знаете, как использование. Помада я прям слегка крашу. Блеск для губ. Ну вот в основном вот я сейчас намазала. Я даже сейчас, пока собираюсь, попью кофе, еще что-то, я не буду обновлять блеск. И где-то я, скорее всего, его не буду обновлять. Это редкий случай. У меня вообще такой привычки нет. А вот когда солнце появляется, да, вот не знаю, будет видно или нет, такой телесный оттенок, как раз вот если кожа чуть-чуть загорела, то прям отлично. А зимой вот этот вот. Мне еще надо будет доиспользовать Eye to Eye скраб от Faberlic. Господи, Eye to Eye уже этой серии нет, она уже, скорее всего, по-другому называется. Ну, кстати, со скрабом все в порядке. Он как вкусненько пах, так и сейчас. Мне еще нужно добить вот эту от Faberlic помаду. Ну, то есть там совсем чуть-чуть. Но это надо сделать, потому что помада хорошая. Так, у меня тут куча всего. Сейчас я переставлю. Вообще надо разобраться. У меня есть еще такой вот какой-то корректор, прям тоненький. Много всего, но я мало пользуюсь этим. Смотрите, какой ужас на подоконнике. Ну, в смысле, вот за окном. Куда кусок льда скатывается, надо сейчас аккуратно снять. Пусть теперь оттаивает. Потому что, не дай бог, вот так вот вниз упало бы все это. Вышла на улицу. Вообще мне нужно в магазин Верный. Но, может быть, я и до парка дойду. Но это посмотрим. Ну, пока погода вроде комфортная. Я думала, будет значительно хуже, но нет, все нормально. Поэтому, может быть, немножко я и погуляю. А то давно собиралась, и все никак. В Терлецком парке уже. Сейчас пойду погуляю. И уже потом на обратном пути зайду в Верный. Там должно быть в теории молоко по акции. Ну, если его там не будет, не страшно. Мне оно, в принципе, особенно так не нужно. Но если увижу, то 1-2 пакета приобрету. Ну, еще надо на сроки годности посмотреть, тому подобное. Я, кстати, вчера посмотрела второй маршрут
от моего дома до вот этого парка, ну и даже не только до моего, а еще от моего дома до парка, а еще, знаете, до Измайловского там парка и так далее, до Измайловского Кремля. В принципе, второй маршрут, он тоже по времени абсолютно такой же. Поэтому лучше буду ходить здесь, это поприятнее. Получается, что, час 56 по другому маршруту, а здесь 2 часа 1 минута. Это ерунда же. И по любимой дорожке иду. Села ужинать. Перед этим, когда пришла домой, несколько часов сидела, вязала крючком. И сейчас вот сделала себе такой суп. А потом, может быть, еще буду вязать. Зашла в магазин Верный. Один был закрыт, а второй магазин, там даже ценника не было. С молоком на скидках очень странно, непонятно, зачем они тогда рассылают листовки, тем более, что приложение всегда просит выбрать нужный магазин. А это видео буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Мой инстаграм 3 семерки, рыжая 3 восьмерки. Благодарю всех за просмотр. Желаю настроения, вдохновения, здоровья. До скорой встречи. Пока-пока.